Приветствую вас, уважаемые гости и зрители. Вы на канале Таро «Путь гармонии». Сегодня мы с вами на картах Ленорман посмотрим такой расклад. Какие двери откроет судьба? То есть вы узнаете свои возможности в самое ближайшее время. Я тасую колоду, подумали о себе, о своем будущем и задали вопрос Вселенной. Какие же двери откроет судьба? Какие возможности появятся перед вами? Давайте посмотрим, как вас видят высшие силы. Ваша характеристика. Как вас видят высшие силы? Так, вас видят высшие силы. Вы человек, который даже в самых сложных ситуациях умеет избегать резких конфликтов и наводить мосты. Вы относитесь к такому типажу людей, которые могут сводить других, избегая каких-то осложнений. Вы очень постоянный человек, принципиальный, имеете какие-то свои основные жизненные принципы. Но вот знаете, когда есть какая-то резкость, кто-то ругается, вот вас зовут как посредника. Возможно, вам приходилось как-то сводить людей, успокаивать людей, находить какое-то примирение, прокладывать мостик от одного человека к другому. Вас так знают, многие о вас могут даже говорить, вот называя ваше имя, могут говорить, вот с ней можно договориться, с вами можно найти какой-то общий язык. Даже когда самая сложная ситуация, когда прям острая ситуация, вы умеете это делать. И благодаря этому, ну, вы очень часто решали вопросы в свою пользу. Так, что еще? Так, разговоры, сердце, змея. Много о вас разговоров велось и ведется разговоров. Разговоры о вашей личной жизни ведутся. Но я хотела бы сказать, вот какие бы люди не были вокруг вас, разговоры могут быть разные. Кто-то вас считает добрым, сердечным и мудрым человеком. Для кого-то вы змея. Или, обратите внимание, в вашей жизни в близкое общение вот такие змейки просачивались благодаря вашей сердечности. То есть вы могли помогать каким-то людям, пуская их близко в свое пространство, доверяя какие-то свои тайны. И эти люди, ну, скажем так, знаете, как червь вот этот, прогрыз яблоко, червоточина. Есть люди, которые ранили ваше сердце, но ранили из-за того, что вы доверяли этим людям. Это не обязательно личное общение, там, любовное общение. Это могли друзья. Друзья, которые предали вас в чем-то, оговорили в чем-то. Но вы сердечный человек, к таким людям тянутся. Но когда очень много людей вокруг вас, получается, что кто-то нанес вам сердечный удар. Да. Так, медведь, ключ. Ну, что можно сказать о вас? Вы человек, скажем так, вот в профессии. Если многие, кто смотрит меня здесь, вы правильно определились в своей профессии, вы сделали правильный выбор. Многие занимают не последнюю должность или занимали не последнюю должность там, где вы работаете. Вы могли находить путь к лицам, которые по статусу выше вас. У вас это получалось. У вас есть такая особенность, вы интуитивно чувствовали, какой выбор вам сделать. Сделать такой выбор, в чем не ошибиться. И у вас это опять же получалось. Могли делать вот такой правильный выбор. Вам помогали люди, которые старше вас по статусу. Возможно, когда-то в вашей жизни был человек более опытный, чем вы, и он вам дал некий ключик от ваших возможностей. И вы этим ключом правильно воспользовались. Если вы еще не воспользовались таким ключом, то я бы обратила внимание, что рядом с некоторыми из вас есть покровитель, который готов вам помочь в разрешении какого-то спорного вопроса. На это стоит обратить внимание. Ну что, вы мудрые, карта мудрые. Вы мудрые, еще знаете как. Благодаря вашей мудрости
вы не проходите мимо удачных шансов. Вот есть люди раз пробежали, не заметили, в попыхах, а тут нет. Вот проницательность у вас есть, замечать некие подарки судьбы. Это как шанс. Ну, наверное, каждый из вас может вспомнить такие особые минуты, когда вам в чем-то везло. И вот накануне этого везения у вас как будто в голове что-то стучало, звенело, или была какая-то подсказка, что вот это нужно сделать, это для тебя хорошо, от этого нужно отказаться. То есть есть накопленная мудрость, прекрасная интуиция, и судьба вас благодарила за это. Ну, давала вам шанс и дает вам шанс. Вы очень ответственный человек, очень ответственный. Вы верили в свою мечту, к своей мечте шли, идете. И вы очень хорошо понимаете смысл времени. Я бы по этой карте очень так сказала. Здесь есть люди, которые даром свое время не теряли. Вот чувствуя особую ответственность. Это могло касаться отношений, работы. То есть там, где вы чувствовали, ваше время подошло или вашим временем кто-то пользуется, вы останавливали эти процессы. Это человек, который тонкое чувство времени. То есть вы свое время не теряли. И вы очень ответственно относитесь к времени других людей. То есть ответственность благодаря себе, своим чувство долга. Чувство долга. Если в вашей жизни было испытание, вы это испытание с честью прошли. И если еще не было такого испытания, карта как бы вас предупреждает, что вам вот есть некоторые моменты, когда нужно четко обратить внимание, как долго что-то длится. Если что-то длятся отношения, которые не меняются, ставим крест на них. Если на работе долго нет повышения, надо избирать новую цель, но не терять свое время. Так, еще что. Вы не боитесь нового, открыты новому. Ну, трудности вам нипочем. В принципе, вы из тех, кто не боится трудностей. Ну, вы уже были в трудных ситуациях. Вы знаете, это люди, которые умеют рисковать. У вас есть опыт рискованных ситуаций, вы выходили из разных лабиринтов. То есть человек с опытом. И понимаете, вот каждый ваш опыт – это какая-то новизна в вашей жизни. Но трудностей вы не боитесь. Если вам будут говорить «не делай», но вы чувствуете, что есть зов судьбы, вы обязательно это сделаете и не откажетесь. Но вы выйдете из запутанного лабиринта. Так вам предрешено. А теперь давайте посмотрим, какие же двери откроет вам судьба. Какие двери откроет вам судьба. Я беру число 3, 3 двери. 3 двери, которые на ближайшее время откроет вам судьба. Мы сейчас посмотрим, какие 3 двери откроет вам судьба. Перед какими дверьми вы стоите, за которые вы можете зайти и посмотреть, а что там. Так, первая дверь, вторая дверь и третья дверь. Какие двери откроет судьба. Давайте все двери посмотрим. Так, что у нас тут? Время. Время. Здесь у нас мост. И здесь у нас, видите, кости. Тут я ее называю как шанс. Случай, шанс. Так, смотрим. Пусть эти карты полежат. Открываем первую карту. Дверь к времени. Смотрите, у нас тут песочные часы. Песочные часы – это всегда время ограничено. То есть говорят о каком-то запасе времени. Вот карта обращает внимание, открывает вам путь к времени. Что в этом времени? Что вы должны успеть делать? Как будто вам дают какой-то кусочек времени и сказали, вот успеешь, уложишься, это значит все получится. Вот. Мы тебе открываем временной промежуток. Ну, кстати, в нашей жизни всегда есть временные промежутки. То есть время учиться, время жениться, время детей родить, время там на пенсию ходить. Вот, четко есть. Человек сбился с этих промежутков, и жизнь идет неправильно. Вот вам открывают время. К чему это время вам открывают? Судьба открывает время. Так, ну здесь вышел медведь. Медведь часто показывает у нас карьерный рост, бизнес, укрепление своей позиции, какая-то социальная активность. Возможно, это общение с каким-то человеком, потому что эта карта может показывать покровителя. Так, или социальный рост. Ну нет, смотрите, мужчина-покровитель. И еще я хочу сказать, здесь для кого-то карта четко показывает карьерный рост. Вот рост карьерный, значительный.
значительный рост, и в карьерном росте вам поможет еще какой-то человек более влиятельный. Но здесь в этой колоде два мужчины, помоложе и постарше. Ну, а для кого-то, может, знаете, как вот для женщины эта карта говорит, у вас два покровителя, ты можешь выбрать, кому сердце ляжет. Но вот этот промежуток, на который у вас открывается дверь к возможностям общения с двумя мужчинами и выбора, он ограниченный. То есть, ну, а с другой стороны, эта карта показывает хороший карьерный рост. Возможно, это бизнес, развитие бизнеса и еще появление надежного бизнес-партнера. Так, еще к чему откроется дверь? Так, дом, недвижимость, солнце, солнце и тучи. А вот знаете, тут опять временной промежуток. Временной промежуток решить вопросы недвижимости. Вот как будто, знаете, открывается возможность. Иногда солнце говорит, это год. Вот этот год тебе говорят, решай вопрос с недвижимостью. Снимай, арендуй, продавай, покупай, бери ипотеку и так далее. Потому что потом идут перемены. Перемены могут ухудшить. То есть ты упустишь этот временной промежуток. Решить вопросы с недвижимостью. Но здесь вот именно недвижимость. Ну, кто сейчас решает такие вопросы, то есть время для решения ограничено. Но Солнце у нас часто показывает годовой цикл. То есть вот мы смотрим сейчас расклад, в зависимости от того, когда вы его смотрите. Можно посчитать, вот год вам, да, год, потом начнутся перемены, будет плавающая ситуация, неудобная. Либо, может быть, до конца года, но решайте вопросы с недвижимостью. Так, еще что тут время? Ну, карты книги. Учеба, тайны, образование, книги. Так, маски и луна. Ну, здесь бы я хотела сказать, открыта дверь, снять кого-то маски и узнать истинную сущность какого-то человека. Ты можешь узнать вообще какие-то тайны, открыта дверь к тайнам, к родословной дверь открыта. То есть не все ты знаешь об отношениях там в семье, родителей, братьев, сестер. Много очень загадочного. Снять маску. Снять маску. Снять маску с того, кого ты не знаешь. Ну, хотя у нас Луна в Ленорман, она не несет вот такого негатива, как в картах Таро. Луна она иногда показывает призвание, популярность, а может быть, время открыть себя, свои знания. Ведь здесь маски как актерство какое-то. Ты можешь представить себя, можешь представить свои таланты на обозрение, то, что ты знаешь. Но еще это открытие тайн каких-то связанных с лицами, которые рядом с тобой тесно общаются, но они носят маски. Вот это будет возможность открыть. Так, здесь у нас известия, короткие поездки, компас и сердце. Ну, а тут к любви дверь открыта. Вот такой промежуток времени будет знакомство как ориентир. Вот для кого-то здесь вот прям, знаете, дверь на любовь открыта. Появится новое знакомство, знакомый стремительно, не для всех. И говорят, у тебя время очень маленькое, не упусти этот момент. То есть у вас будет очень короткий миг этого знакомства. Его нужно как-то, если ты пропустишь, упустишь любовь. Для кого любовь важна? Ну вот так, вот такая дверь временная у нас. Давайте посмотрим следующую дверь. Я это уберу. Так. Я тасую колоду, чтобы карты участвовали полные. Так, вторая наша дверь. Ну, смотрите, вторая дверь, мы здесь видим мост. Мост это всегда соединение или переход. То есть либо с кем-то соединиться нужно, навести мосты, либо перейти. Мост мы всегда уходим от одного берега к другому берегу. Вот давайте посмотрим. То есть судьба открывает вам возможность либо соединения, либо перехода в новое состояние. Так, ну давайте посмотрим, с чем это будет связано. С чем это будет связано? С чем это будет связано? Так, письмо. Ну, письмо, документы, хитрость какая-то, предприимчивость. И здесь у нас коса, урожай. А вы знаете,
переход. Как будто переход, договоренности, встреча, договоренности. Вот что-то здесь от предпринимательства идет. Но документы. Вот это документы уже написаны, как будто вам что-то придет. Будет какое-то выгодное, не упусти выгодный момент, чтобы собрать урожай. Вот что. Выгодный момент, чтобы собрать урожай. Может быть, для кого-то это заключение выгодного договора, соединение с кем-то, заключили договор. Так, информация, леса, предприимчивость, хитрость, соперничество. И здесь как урожай собираем. Прими к сведению что-то написанное. Вот, получите что-то написанное. Это написанное даст вам возможность не упустить какой-то положительный для вас результат. Но здесь еще такой момент. Вам важно в договоренности с кем-то не очень полагаться на самого человека, а полагаться на документы. То есть, наводя мосты с кем-то или соединяясь, ну, вместе что-то, полагайтесь на документы. Вот нельзя полагаться только на доверие. То есть какая дверь открывается? Вы получаете какие-то документы, и вы приходите к нужному результату. Но здесь нельзя полагаться на доверие. То есть объединение с кем-то на основе подлинных документов. Тогда у вас будет урожай вот этот самый. Но еще, может быть, вы сможете отсечь от себя какую-то хитрую особу. Вот ушли с одного берега на другой, перешли и отсекли от себя того, вот узнали информацию, отсекли от себя ту особу, которая с вами хитрила. Ну, не знаю, кто это может быть, подруга, коллега, вот отсекли ее. И тогда вы осуществляете переход. Ее не будет в вашем пространстве, но вы отсекаете не просто так, у вас будут документы в руках. Вы поймете, что этот человек неискренний. Так, что у нас еще? Так. Ну, завершение чего-то, смотрите, вот переход, мост, переход, завершение, завершение, итог, очень мудрое, вот осознанное завершение после каких-то переговоров. И смотрите, и это для вас во благо, как почет для вас идет. Вы что-то завершите, проявив свою мудрость, вот завершение, переход с одной стороны моста на другую, получение результата, и результат для вас, вот букет вам дадут. Букет – это карта вот внешней радости, то есть вас чем-то поздравят. Но это как вот, ну, где-то вы что-то сделали, вас поздравят, отметят, там, премию вам дадут. Вот такая дверь откроется. Вы получите положительный результат по поводу того дела, которым вы занимались. Что у нас еще здесь? Так, заметите что-то. Заметите. Вот они, такие окуляры у нас здесь, заметите. Заметите. Дерево. Дерево и ключ. Ну, здесь у кого-то будет хороший переход, вы знаете как? По здоровью. Вы определите то, что нужно, касающее ваше здоровье. Откроется возможность перехода к восстановлению здоровья. Ключ. Специалиста найдете. Да, отыщите того, кто может поправить ваше здоровье. И у вас будет переход с одного берега на другой. То есть с болезни на здоровье. То есть улучшение здоровья будет. Ну, дерево у нас связано со здоровьем, еще с родом связаны. Может быть, это восстановление общения с родственниками, с которыми это общение было потеряно. То есть вы соединитесь. Тогда мост у нас как соединение. И еще у нас какой что-то мостик. Ну, здесь якорь, постоянство, там работа, отношения, трудный переход и глубина. Ну вот колодец часто показывает найти что-то, которое было глубоко зарыто. Ну, я бы хотела сказать, здесь у вас мостик, возможность наконец-то преодолеть трудности и найти то, что было от вас скрыто на глубине. Какую-то тайну открыть. Открытие тайны, которая для вас, вы трудно к ней шли, но благодаря этой тайне вы совершите свой личный переход или наведете с кем-то мостик. Вот так.
Вот так. Ребенок, новое, прекрасное. Но это как новое знакомство в саду. Новое знакомство с сексуальным подтекстом. Кто ждет такого знакомства? Вот эта плетка, она часто нам показывает такое легкое знакомство, новое легкое знакомство. Но, может быть, для кого-то нужен переход, немножко расслабиться. Вот возможность такую вам откроет судьба. Так, мы сейчас посмотрим нашу последнюю карту, что она нам говорит. Что она нам говорит? Так, последняя наша карта здесь. Ну, я ее шансом. Вот игральные кости, это шанс, выпадет, не выпадет, повезет, не повезет. Вот как будто именно как игра. Дверь к шансу, к игре. Ну, кубики, игральные кости. Так, кости, игра. Что это? Что это? Друг, вера на верность, звезда. Ну, здесь шанс. А вы знаете, шанс в вашем окружении, какие двери вам откроет судьба. Здесь вот судьба вам откроет дверь, что вы в вашем окружении появится человек, который будет иметь с вами общие цели, и он для вас как друг идет. Вы с кем-то подружитесь. Вот такой шанс найти вечно верного друга, с которым вы будете идти по жизни, и с этим человеком, ну, вам будет интересно. Вам будет интересно. Может быть, друг поможет вам что-то и проговорит за вас. Вот друг за вас что-то может сказать. Такая возможность. Либо это разговор с другом, который поможет вам в вашем каком-то шансе. Но тут у всех будет по-разному. Звезда – это ваши планы какие-то. Вот шанс осуществить свои планы с помощью вашего друга. Либо вы найдете друга, который будет иметь такие же цели и планы, как вы. Вам будет с ним интересно общаться. Так, что у нас еще? Так, ну, закрытое что-то, гроб, что-то закрыто. Закрыто кольцо, договоренности, брак, верность, союз и лилии. Интересно так. Опять же, шанс, игра. Ну, вы знаете, если вот у вас партнерские отношения в браке, были какие-то сложности, какие-то были, ну, нерешенные вопросы или то, что вас очень беспокоило. Здесь получается шанс в ближайшее время. То есть судьба говорит вам: давай все закроем, давай закроем все, забыла. То, что было, мы закроем. Ну, всякие бывают. Что мы хотим закрыть? Неприятности. У нас союз будет долговременным. Вот, ну, мало ли у кого что, например, были там измены, там скандалы какие-то были, закрывается этот период. Шанс закрыть этот период, укрепить союз и сделать этот союз достойным. То есть вот такое изменение. То есть закрыть что-то, ну, что уже, чтобы никто и не знал даже об этом. Закрыть. Еще, знаете, такой момент. Если вы где-то работаете, почему-то вот вы работаете, вам не нравится. Вот вы чувствуете себя, все это плохо. Вот появляется шанс закрыть ту работу и заключить новый договор. По лириям этот договор будет для вас, ну, весьма таким благородным и достойным. То есть найти новую работу. Вот такой шанс. Оно открывает судьба. Так, что еще у нас тут? Ну, сердце – это любовь и сердечность. Ой, рыбы, глубина. Тут прям, знаете, как глубина глубокая и башня. Ну, башня в данном случае у нас сыграет роль защиты. Но тут о любви, о глубине любви. И еще знаете что? Вот, вот для кого-то здесь идет такой вот любовь в офисе идет. Вот кто-то к вам, может быть, кто ищет эту самую любовь, вот она в офисе у вас случится, эта любовь. Вот такой будет шанс. Может быть, новый сотрудник устроится. Может быть, вы перейдете на работу в какой-то большой офис. Вот там вас ждет глубокая любовь. Либо уже кто-то вас присмотрел, он вас любит, вы его еще не замечаете. Вот шанс встретить и заметить этого человека. Он где-то с вами находится в офисе. Такое простое послание. Ну, еще, ну, здесь про любовь, конечно.
Именно вот не там, не договора, не союза, а вот рыбки, как бы, знаете, вот они там в тишине плавают. Вот мне башня идет как большой офис, и там ваше сердце оставлено. Кого-то ждет вот именно любовь. Любовь на службе, служебный роман кого-то ждет. Так, женщина, забота, забота. Какой у вас шанс? Смотрите, как интересно, две женщины. Ну, здесь вот женщина — это у нас забота, внимание. Здесь вот одна женщина, она помоложе, другая тут у нас более такая деловая дама. Но здесь вот, смотрите, для кого-то это может быть связано шанс помириться с подругой. Вот вы две подруги, между вами черная кошка пробежала. И тут, вы знаете, медленно, постепенно помириться с подругой, найти какой-то общий язык. Вот такой вам, такую дверь откроет судьба. Может быть, это даже, знаете, поехать куда-то, путешествие, возможность с подругой съездить, встретиться. Ну вот почему-то с движением связано. Так, ну вот такой у нас третья у нас такая дверь. Я благодарю вас за внимание. Всем всего доброго. Спасибо. До новых встреч.